Дисциплина мысли. Выйдя после урока из кабинета физики, Маша уверенно направилась на улицу вдохнуть весеннего воздуха перед следующим занятием. На переменах все стремились на площадку со множеством качелей и тренажеров, где так здорово размяться после урока, под лучами все сильнее согревающего солнца. Навстречу по коридору шел Михаил Иванович с группой учителей, что-то им рассказывая. Важно уметь сохранять равновесие между возбуждением и апатией. Услышала она слова сквозь шум школьной жизни и, пройдя несколько шагов, замерла на месте. Она отчетливо поняла, что фраза предназначалась именно ей. После урока ее охватило радостное волнение, с которым она не могла справиться. И фраза учителя помогла ей это осознать, заодно сильно озадачив. Вот как он так может уловить за секунду ее состояние, произнести фразу в речи так, что никто не понял, что она предназначалась не собеседникам, а именно ей, думала Маша. Непостижимо. Вновь удивлялась Маша способностям своего мудрого учителя. И после уроков она направилась в кабинет Михаила Ивановича. Его занятия были одними из самых интересных, и у Маши давно сложились с ним самые дружеские отношения. Он не раз уже просил ее помочь в проведении уроков. Михаил Иванович был школьным психологом. Казалось, что знания его не имели границ, а обаяние действовало так, что у его кабинета постоянно собирались группы учеников, прося помочь в той или иной ситуации, или просто приходили поделиться своими идеями, радостями и печалями, зная, что широкая душа Михаила Ивановича вмещала всех и всем была готова помочь. Михаил Иванович вел занятия по психологии, философии и искусству здоровья, на которых они получали удивительные синтетические знания из самых разных наук. Многих это вдохновляло даже просто тем, как человек может так глубоко понимать взаимосвязь разных наук и иметь такой широкий кругозор. Кроме того, он учил их живописи и рисунку, к которому у Маши был большой интерес. Войдя в кабинет, она увидела Михаила Ивановича за привычным занятием. Он рассматривал снимки излучения учеников и писал рекомендации школьникам и их родителям. Маша по себе знала, как полезно оказывались такие советы по всестороннему оздоровлению. «Спасибо», — сказала Маша, входя в кабинет. «Михаил Иванович, как вам удается делать столько дел одновременно и так быстро реагировать на любую ситуацию?» «Пожалуйста, Маш», — улыбнулся Михаил Иванович, — «всегда рад помочь». «Так ты же и сама уже многое знаешь. Все дело в дисциплине ума. Множество способностей раскрывается перед человеком, осознающим мощь мысли и овладевающим ей. Давай позанимаемся, заодно и твое понимание углубится». «Давайте». Маша привычно села на стул, предназначенный для занятий, развивающих дисциплину и четкость мышления, и перед ней сразу включился монитор, фиксирующий активность ума. Мысли бегали хаотично. Михаил Иванович вывел на экран графики пульса и дыхания. Пульс 70, 12 дыханий в минуту. Сосредоточься на дыхании. Дай ему успокоиться. Мысли оставь в покое. И Маша стала наблюдать за графиком. Вдох-выдох, вдох-выдох. График становился все плавнее. Пульс 65, 8 дыханий в минуту. Заметила она новые показания. Сядь ближе к краю стула. Еще ближе. Маша придвинулась к самому краю. Чувствуешь, как выпрямляется позвоночник? Да, сказала Маша, чувствуя, как в этом состоянии он сам занял самое прямое положение. Это тоже важно. Нужно уметь сидеть ровно, без напряжения и движения. Для начала минут 5, наблюдая за своим дыханием. Попробуй. И Маша вновь сосредоточилась на дыхании, отражая параллельно, как сокращается частота пульса. Видишь, как успокаивается работа ума? Через несколько минут раздался голос Михаила Ивановича. «Да, вижу», — сказала Маша, наблюдая, как хаос на экране заметно снижается. «Ты вполне можешь так заниматься и без этого прибора. Главное чаще наблюдать за своим умом и стараться спокойнее дышать, так как деятельность ума тесно связана с дыханием. Ум имеет только одну педаль, и это педаль газа. Стоит только выразить недовольство хаосом, он тут же усилится еще больше. Но простое безоценочное наблюдение все меняет. Ум начинает успокаиваться, и ты обретаешь все больший контроль над мыслью. Так происходит растворение грубых аспектов сознания, и появляется возможность проникнуть в более глубокие.
«А можете показать ваши графики?» – спросила она. «Ну хорошо, давай посмотрим», – сказал Михаил Иванович, садясь на соседний стул и сосредотачиваясь. «Пульс 60, 8 дыханий в минуту», – прочитала Маша на засветившемся мониторе. Регистратор активности мозга через несколько секунд показал четкую картинку, свидетельствующую о сосредоточенности на одной мысли. Маша тут же узнала прекрасный возвышенный образ, на котором было сосредоточено сознание ее учителя. Через некоторое время она с изумлением увидела, как снизилась частота пульса и дыхания. Таких показаний она еще не наблюдала. Вот это способность к саморегуляции и сосредоточению. «Довольно, Маша?» – спросил Михаил Иванович через минуту, вставая со стула. Монитор погас, и на Машу устремился внимательный и доброжелательный взгляд учителя. «Да уж, а я так смогу?» «Даже не думай сомневаться, обязательно сможешь», – ощутила она волну тепла под дружеским взглядом. «Не забывай, во что поверишь, то и сбудется. Ты же знаешь, ритмом постоянных усилий преодолевается все. Кроме занятий в школе, которые мы с тобой продолжим, каждый день, утром и вечером, утверди время для наблюдения за умом. Все придет». Возвращаясь из школы, она вновь и вновь слышала в сознании слова учителя. «Маша, тебя ждет важная миссия. Готовься к ней». Как это непросто общаться с людьми, которые не только видят тебя насквозь сейчас, но и что-то знают о твоем будущем. Но такое общение не променяешь ни на что другое.